Страна восходящего солнца славится своими странностями и наивысшей степенью трудолюбия. А могут ли похвастаться этим лучшие друзья японцев? Встречайте Акиту Ину, она же японская собака Акита, порода собак, появившаяся в провинции Акита на японском острове Хонсю. Акита – одна из 6 в регистре японской кинологической организации по защите и сохранению исконно японских пород. Акита Ину является крупнейшей японской собакой из шпицеобразных. Долгое время она использовалась для охоты, в основном на крупных зверей, таких как кабан, олень и медведь. В далеком прошлом акит, которых брали на охоту, называли матаги-кен – собака-охотник на крупного зверя. Слово матаги на древнем японском языке означает охотник на крупного зверя. Также правильным будет перевод медвежатник. Слово кен, так же как и слово ину, означает собака, но в отличие от ину, слово кен не может быть использовано отдельно, а только в словосочетании, например, матаги-кен. Именно поэтому люди-охотники, матаги, своих собак назвали матаги-кен. Многие знают также японскую породу собак Сиба-Ину. И закономерным будет вопрос, в чем же их различие. Основная разница между Акита-Ину и Сиба-Ину – это размер и характер. Акита-Ину более крупные, дружелюбные и легче поддаются дрессировке, а Сиба-Ину небольшие и самостоятельные собаки, характером похожие на кошку. Кстати, обе породы не особенно любят подавать голос, поэтому соседи не часто будут их слышать. После Второй мировой войны появилась американская ветвь этой породы. Все потому, что военнослужащие США стали вывозить щенков к себе на родину. Интересно, что их интересовали преимущественно крупные метисы, чем-то похожие на медведей, а не чистокровные собаки. Это было на руку японским собаководам, которые не хотели делиться с трудом воссозданной породой. Селекционные эксперименты продолжались и в США, где удалось получить более массивных псов с угрожающим внешним видом. Именно поэтому сейчас мы имеем 2 разновидности породы, обладающие существенными различиями. Получить признание организации, занимающейся регистрацией чистокровных собак и новых пород, американцам удалось только после отказа завозить новых собак из Японии. Это привело к сильному ограничению генофонда, а значит развитие породы как таковой. Японцы же продолжили работать над расцветками, поскольку имели в своем распоряжении большую вариативность генов. Сегодня Акита Ину считается хорошим компаньоном, преданным защитником хозяина и его имущества. Японский вариант называется Акита Ину. Это собаки среднего и крупного размера с плотным, одновременно изящным телосложением. Голова с небольшими ушами напоминает лисью. Признается только несколько вариантов окраски. Шерсть обязательно должна быть короткой. На морде белая маска. Вариант из США имеет название «большая японская собака» или «американская акита». Это исключительно крупные собаки с тяжелой медведеподобной головой. Признают практически любые варианты масти, в том числе черную или с темной маской. Акита Ину хорошо себя чувствует в умеренном или холодном климате. Взрослый кобель имеет рост до 71 см в холке, вес до 59 кг. Японский вариант породы чуть легче и мельче. Рост собак медленный, и окончательное развитие животного заканчивается только к 3 годам. Щенки довольно активно набирают вес до 7 кг в месяц, а после достижения 35-49 их развитие сильно замедляется, но не завершается до 3-годовалого возраста. Продолжительность жизни Акита Ину составляет примерно 10-12 лет.
Самки живут немного дольше самцов, но не намного, всего около 2 месяцев. До Второй мировой войны, кстати, длительность жизни была значительно больше – 14-15 лет. Но бомбардировка Хиросимы и Нагасаки навсегда оставила свой отпечаток на генетике. Коротко описать характер этой породы сложно. Акита – очень многогранная собака. Американский подвид отличается более серьезными повадками. Японские – несколько игривее и легкомысленнее. При этом большинство представителей породы не являются глупыми диванными питомцами или чрезмерно угрюмыми псами. Выделяют несколько главных особенностей характера. Это собственное независимое мышление. Его часто принимают за упрямство, но на самом деле достаточно наладить взаимопонимание. Иерархическое чувство развито тоже очень сильно. Важно добиться признания человека вожаком уже в течение первых недель и месяцев жизни пса, иначе он будет доминировать. Собаки породы Акита Ину быстро схватывают новые знания и навыки, поэтому начинают скучать, если им долго повторять одно и то же. Им очень важно понимать, зачем выполнять те или иные задачи. Кстати, у Акиты отсутствует страх высоты. Взрослые псы высоко прыгают, мало заботясь о месте приземления. Акита любит много бегать, резвиться на природе, посещать новые места. Физические нагрузки им жизненно необходимы. Психически эти собаки очень чувствительны, и их легко обидеть. Однако даже у Акиты есть недостатки. Например, у нее сложно складываются отношения с представителями своего вида и того же пола, совершенно чужими псами. Собаки породы Акита Ину не любят слишком тесных закрытых помещений. Они стараются получить хороший обзор и контроль над пространством. Они неплохие охранники, но кусаться сразу не бросаются. Например, вора они постараются просто не выпустить из дома, дожидаясь помощи хозяина. Несмотря на доминантность, правильно воспитанная собака отличается невероятным терпением. Она будет скромно дожидаться вас с работы или тихонько сидеть у кровати, ожидая вашего пробуждения. Все же помнят Хатика. Он был именно этой породы. В 1932 году на всю Японию прославился Акита Ину по кличке Хатико. Он каждый день встречал хозяина, возвращавшегося после работы на электричке. Однажды хозяин умер на работе, но пес несколько часов прождал его на вокзале. В течение 9 лет после смерти хозяина пес в одно и то же время приходил на станцию и ждал его возвращения с работы. После его смерти, ввиду широкого резонанса, в стране был объявлен день траура, и Хатико был воздвигнут памятник. Во время Второй мировой войны памятник был уничтожен. Металл памятника пошел на военные нужды, но после окончания войны в августе 1948 года памятник был восстановлен. Сегодня статуя Хатико у станции Сибуя является местом встречи влюбленных, а сам образ пса в Японии стал примером беззаветной любви и верности. А как вы думаете, способен ли человек быть настолько верным? Пишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!